Всем привет, друзья! Сегодня мы снова отправляемся в отель Rixos Sungate, расположенный всего в получасе езды от аэропорта Анталии, в очень живописной бухте местечка Бельдиби. А в этом видео я хочу показать 5 основных фишек отеля, и мы вместе с вами попытаемся разобраться, почему же этот отель такой популярный и почему сюда каждый год приезжает тысячи туристов. Сразу хочу отметить, мне никто не платил за рекламу. В этом видео я буду просто рассказывать о своих впечатлениях. Так как отель большой, а впечатлений много, таймлайн будет прикреплен в описании. И первое место, куда мы с вами отправимся, будет Rixos Kingdom, детский клуб, название которого полностью себя оправдывает. Так что же такого в нем необычного? Давайте пойдем вместе посмотрим. У меня уже нет малыша, мой совсем подрос, но тем, у кого есть, я думаю, интересно будет узнать, что в отеле организовано вот такое пространство от 0 до 3, где няни смогут присмотреть за вашим ребенком, поиграть с ним, либо вы сами можете с ним поиграть. Далеко не в каждом отеле есть такой сервис. Если ваш малыш устанет, то няня может положить его, и он сможет здесь спокойно поспать. А теперь мы с вами перемещаемся в пространство, где проходят мастер-классы детского клуба. Эта часть клуба является совсем новой, ее недавно построили и представляет собой вот такие отдельные студии и пространства, где проходят разнообразные занятия. Например, в этом мы видим занятия Science Academy. Здесь дети проводят различные научные опыты, изучают разные свойства веществ. В общем, классно и весело проводят время. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что существует 2 варианта занятий. Первые идут по расписанию детского клуба, а второй вид – это мастер-классы, на которые вы должны забронировать место, так как они лимитированы по количеству детей, их посещающих, и для каждого индивидуально подготовлен отдельный материал и программа. Также обратите внимание на то, что занятия преимущественно проводятся на английском языке, так как в детском клубе присутствуют детки абсолютно разных национальностей. Рекомендую вам бронировать места на мастер-классы сразу же после того, как вы приедете. Потому что запись очень быстро заполняется, а если вы хотите на какой-то определенный мастер-класс, то на него места может уже не быть. Вдобавок к этому система бронирования мастер-классов очень неудобная. А впрочем, я довольно подробно рассказываю об этом в моем видео Rixos Sungate 5 причин, почему туда не стоит ехать. Ссылку вы найдете в описании к видео. Переходите, если вам интересны подробности. Но в целом хочу отметить, что уровень организации мастер-классов и мероприятий для детей меня очень впечатлили. Мой ребенок просто не хотел уходить из детского клуба. Вот посмотрите, как организовали пленэр для детей. Включена классическая музыка, дети рисуют на свежем воздухе. Идиллическая картина. А здесь хочу показать вам огород Rixos Kingdom. Маленькие садоводы сажают разнообразные растения, ухаживают за ними, поливают. А потом, когда все созреет, они собирают плоды своего творчества. Вот такая вот классная идея у Rixos Club. В клубе есть игровое пространство, где дети могут бесплатно поиграть в игровые автоматы, поиграть в аркадные игры, кататься на разнообразных мини-аттракционах. Здесь даже есть симулятор виртуальной реальности. Единственной проблемой для меня, как для родителя, было то, что мой ребенок абсолютно не хотел отсюда уходить. И довольно трудно было мотивировать его сходить на пляж. Ведь мы приехали сюда на море. Также есть 2 комнаты с игровыми приставками. Одна из них находится недалеко от детского буфета, а вторая находится в здании, где проходят основные мастер-классы. В общем, наша прогулка получается довольно долгой, но мне просто захотелось показать вам все более подробно. Кстати, если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь писать их в комментариях, и я обязательно постараюсь на них ответить.
В общем, хочу сказать, что отель действительно создал уникальное детское пространство, настоящее королевство. Чего здесь только нет. Рисование, керамика, танцы, научные опыты, лего, программирование, кулинарные мастер-классы, огород под открытым небом. И я думаю, что список занятий будет только расширяться, ведь вот такое классное пространство обязательно будет использоваться. Конечно же, стоит отметить, что в клубе есть аквапарк для малышей, и еще один аквапарк находится рядом с пляжем. Также рядом находится Рикси-бар, где вы можете прийти и взять мороженое или какие-то прохладительные напитки. И тоже рядом находится Рикси-ресторан. Мне очень понравилась эта локация, потому что он очень уютный, находится в тени деревьев, в 2 шагах от детского клуба и аквапарка. И он выгодно отличается от остальных ресторанов, потому что здесь нету таких толп людей. Вы можете есть на открытой площадке, здесь нет такого шума и столпотворения. Выбор здесь будет меньше, чем в основных ресторанах, но он будет вполне достаточным. Конечно, меню здесь разработано с учетом детских предпочтений. Но ведь это же детский ресторан. Лично меня, как родителя, очень порадовал вот этот суп с фрикадельками. И вообще, некоторые блюда здесь приготовят прямо при вас. Организация спортивных программ и мероприятий – это еще одна сильная сторона отеля Rixos Sungate. Здесь проводятся по-настоящему уникальные и профессиональные тренировки и мероприятия. Сейчас на видео вы видите, как происходит групповая тренировка на падлборд вместе с тренером. Согласитесь, это не совсем стандартно. А наличие фитнес-клуба World Class дает посетителям доступ к уникальным фитнес-программам. Все тренеры – специалисты высокого класса. Лично мне все тренировки очень понравились. Большинство тренировок проводятся на открытом воздухе и имеют свою неповторимую атмосферу и энергетику. Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает организация детских спортивных мероприятий в отеле. Например, здесь есть футбольная академия, где тренеры занимаются с детьми 2 раза в день. И здесь не имеет значения, если вы абсолютный новичок и ни разу не играли в футбол, или же ваш ребенок уже давно находится в спортивной команде. Каждому будет найден подход, и ваш ребенок с легкостью сможет влиться в команду. А после тренировок пройдет настоящий товарищеский матч между отелями Rixos, где дети смогут сыграть за свою команду и почувствовать настоящий соревновательный дух. Но кроме футбольной, здесь есть теннисная, баскетбольная, академия по плаванию, а также детские занятия World Class. Посмотрите на ивент, который был устроен во время товарищеского матча между отелями Rixos. Вы сами видите эту атмосферу. На этом мероприятии не только дети, но и взрослые могли отлично провести время. Ну и, конечно, поддержать своих спортсменов. В общем, можно сказать, это был настоящий спортивный праздник для всей семьи. Так как концепт отеля меняется на семейный, то, конечно же, детские шоу здесь представлены довольно яркими и интересными представлениями. Единственное, что хотелось бы отметить, что за время нашего пребывания они были немножко однообразными. Но в целом они были неплохого уровня и детям нравились. Также вечером всегда проводилось шоу для взрослых, а после него, как правило, происходит дискотека, которая длится до 2 часов ночи. Еще один положительный момент – это то, что всем гостям отеля предлагается бесплатная поездка в развлекательный парк The Land of Legend. Хочу коротко показать вам, как это выглядит. Утром вас забирает автобус у входа в отель. Дорога в среднем будет занимать где-то час.
Кстати, если вы решите поехать, то забронировать место в автобусе вам нужно заранее. Это абсолютно бесплатно, и вам с этим помогут сотрудники отеля. Только если хотите определенный день, то обращайтесь, конечно, заранее. По прибытии в парк прямо в автобусе вам раздадут вот такие браслеты, и вам не нужно будет стоять в очереди на кассах, а вы сразу сможете проходить. Все напитки и питание в парке развлечений платные, но вы можете взять с собой воду в отеле. Мы взяли небольшие закуски, и у нас, в принципе, все это проверили, но никто ничего не забирал. В целом это развлечение для всей семьи, и нам понравилось. Мы не успели все посмотреть и, наверное, сюда вернемся. Кстати, отчет о нашей поездке я планирую сделать в следующем видео, так что не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий эпизод. Будет много интересной и полезной информации. Ну и пятым преимуществом отеля я считаю красоту его территории. Место, в котором он располагается, прекрасные Таврские горы, которые мы видим на горизонте. Очень зеленая территория с полувековыми соснами. Конечно, отель имеет свои недостатки. Он сейчас проходит модернизацию